Несмотря на то, что раньше PES, а сейчас eFootball по сути является игрой, выпущенной японскими разработчиками, японской студией, только в 2024 году Konami дошли до того, чтобы сделать коллаборацию с тем же самым аниме. И таким образом за 2024 год мы получили целых две коллаборации с двумя аниме-тайтлами, а именно компания с Blue Lock и Капитаном Цубасой. И знаете, как бы мы все не относились к аниме, возможно кто-то смотрит, а кто-то просто не переносит его, так или иначе компании в каком-то смысле были интересными и привносили хоть какое-то разнообразие в привычный нам контент футбольного симулятора. И в сегодняшнем ролике предлагаю сравнить эти две компании и непосредственно обновление игры, которые вместе с ними были. Поскольку на фоне той же самой компании с Blue Lock к компании с Капитаном Цубасой все больше и больше вопросов, но об этом поподробнее чуть позже. Первое, что важно отметить, вместе с этими компаниями, что с Капитаном Цубасой, что с Blue Lock, были соответствующие обновления версий игры. С Blue Lock было обновление до версии 3.4.0, в то время как с Капитаном Цубасой до версии 4.2.0. И как раз таки первое обновление можно считать более глобальным, нежели второе, несмотря на то, что оба обновления преподносились разработчиками как весомые и глобальные. Проявляется это как минимум в введении новых функций, изменение игрового процесса, изменение игровых стилей и так далее. И всего подобного мы по сути не наблюдаем с обновлением до версии 4.2.0. Как раз таки в рамках новой кампании Blue Lock и тогдашнего нового обновления появились как минимум парочка новых функций. Это возможность тренировать позиции тем или иным игрокам, у нас появились поинты тренировки позиций, и для мобильных устройств появилась возможность менять позиции футболистов в схеме игры. То есть у них также появилось свободное формирование схемы и состава на матч, как это было на глобальных платформах. Также с компанией Blue Lock и обновлением игры до версии 3.4.0 произошло более глобальное и ощутимое изменение геймплея, на котором разработчики прям конкретно тогда сделали акцент, они показывали, в чем заключаются эти самые различия и изменения. И что самое главное, они как минимум подчинили тогда один игровой стиль, а именно классическая десятка. И в честь этого приурочили один из лучших за последнее время номинальных паков, который и был посвящен игрокам со стилем классическая десятка. Что мы наблюдаем в последнем обновлении? Изменения игрового процесса несущественные, и номинальный пак, который посвящен, полузащитникам, фланговым нападающим, таким вот, знаете, около дриблерам и полноценным дриблерам. В принципе, неплохой пак, но в то же время не идет ни в какое сравнение с тем же самым паком по классическим десяткам. Как по мне, тот пак был одним из лучших. Там, в принципе, были игроки с хорошими модельками. Тот же самый Гюндаган на позиции классической десятки был очень даже имбовым. В принципе, Дибала с хорошей моделькой, ну и Эдегар, который, в принципе, у кого-то закрепился в составе. Может быть, не в основе, но как минимум в запаске. Бесплатные карточки, в принципе, что в первой, что во второй аниме-компании, они присутствуют, но думаю, что никто не будет спорить, что именно в компании Blue Lock карточки были по дизайну посимпатичнее. С одной стороны, это обусловлено самим дизайном аниме-тайтлов, потому что рисовка у обоих аниме разная, и, соответственно, дизайн тоже разный. Поэтому отдавать предпочтение той или иной компании просто из-за стиля, который выбран даже не самими разработчиками, наверное, не совсем правильно. Поэтому сделаем акцент немного на другом. А именно на том факте, что у карточек из компании Blue Lock был свой собственный буст, который и был, скажем так, проблемным, но он тем не менее имелся, и от него был хоть какой-то смысл. А именно, это был тот немногочисленный буст, который увеличил рейтинг футболистов при наличии таких же схожих карточек в составе у пользователя. То есть, если у вас в запаске есть 2-3 карточки из серии Blue Lock, то у других карточек автоматом повышался рейтинг, то есть у тех же карточек анимешных. В то время как у нынешних карточек с Капитаном Цубаса, опять же, и оформление скучное, и рейтинги, не знаю для кого, может быть для тех, кто прям вот сегодня начал играть, и не более. Например, тот же самый Суарес, взяли его актуальную версию времен игры за Интер Майами, хорошие цифры, умение атаковать и реализации, но очевидно у него скорость никакущая, и плюсом к этому еще не самый лучший стиль для нападающего, и получаем по итогу, что карточки из серии Капитана Цубаса особо никому и не нужны. Наверное, за исключением Кимиха, который, в принципе, неплохой вариант, вне зависимости от карточки, точно так же, как и у Упамекана.
Кано. Ну и продолжая тему карчек, в компании Blue Lock появился отдельный премиальный пак за 1500 золотых монеточек, в котором была также анимешная карточка Филиппа Инзаги, одного из самых лучших суперсабов времен PES. В eFootball он уже не такой имбовый суперсаб, но тоже на самом деле неплох, особенно если вы умеете играть подобного рода нападающими. В нынешней же кампании, в нынешнем обновлении ничего подобного нет. Но если вы тогда не хотели платить за премиального Инзаги, вы все равно получали его бесплатно, только немного другую версию, более молодую и чуть-чуть послабее по цифрам. Но в принципе даже такая карточка могла сгодиться игрокам, и мне в принципе она тогда тоже зашла. И именно после этой бесплатной карточки я и решился на приобретение премиального Филиппа Инзаги. В нынешней же кампании, повторюсь в очередной раз, ничего подобного не имеется. И получаем по итогу, что компания с Blue Lock и тогдашнее обновление до версии 3.4.0 по сравнению с нынешней Капитаном Цубасой и версией 4.2.0, ну просто не идет ни в какое сравнение. Первая кампания по аниме и прилегающие к нему тогдашние обновления были более весомыми как по сути кампании, так и по содержанию самого контента, который с этой кампанией появился. Последняя же кампания с Капитаном Цубасой в принципе ничего весомого в игру особо не добавила. Да, появился тот же самый магазин ГПшек, именно приобретение поинтов за ГПшки, но они там в ограниченном количестве. Режим с мини-футболом на момент записи этого ролика все еще недоступен, и соответственно возникает вопрос, а в чем же глобальность нынешней кампании и последнего обновления? Да в принципе ни в чем, если так посмотреть. И именно об этом я и рассказываю вам на протяжении этого ролика. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Как вам нынешняя кампания по Капитану Цубасе? Как вы оцениваете прошлую кампанию с аниме-тайтлом Blue Lock? Понравилась ли она вам? Обо всем этом и не только пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Ну и про наши соцсети также не забывайте, ведь в случае чего мы остаемся на связи именно там. Поэтому все необходимые ссылки в описании и закрепленном комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!